Сколько не откладывай, сколько не понтуйся, сколько не гоношись, сколько не менжуйся и не волнуйся. Ну аж назвался груздем, полезай в кузовок. Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Настал тот самый день, тот самый час, когда сейчас все-таки буду испытывать, что из этого получится, конечно же, не знаю, от всей души, надеюсь, что мне понравится то, что сегодня будет. Но ну как нет, тоже ничего страшного, тоже никакой трагедии, только нужно будет поехать опять на производство, провести энное количество времени с проектировщиком, исправить все недочеты, внести те изменения, которые я посчитаю нужным. Ну и опять еще одни испытания. Будут ли они вторые, или хватит ли первых, сейчас и узнаем. Вы на крупный план, знакомьтесь поближе с тем, что я сегодня хочу вам показать, а я начинаю уже потихонечку, догоняйте. Эти все предметы здесь не случайно. Это все, что нам сегодня поможет бриться. Все эти предметы вместе связывают, наверное, все-таки, помимо того, что это бритвенные аксессуары, еще, наверное, слово «любовь». Потому что L'Occitane подарила мне любимая женщина, моя жена, с которой мы уже почти 30 лет вместе. И как-то так получилось, что это именно то, что и очень сильно понравилось мне. Я об этом креме уже рассказывал не единожды. Ему уже очень-очень много лет. 2 года есть точно. Но если 3, а возможно и больше, тут я уже потерял счет времени. Выглядит он уже не так, как выглядел 3 года назад. Но зато он все еще до сих пор работает, и он до сих пор мне нравится. И недостатков в нем, ну кроме стоимости, конечно, я не вижу. Big Bloss. Мой Big Blossик — это тоже помимо бритья, наверное, результат любви хозяина компании, немецкой компании Shave Mag, которая делает замечательные изделия. И Bernd Bloss в несколько лет назад, когда прислал мне этот помазок, он, наверное, тоже его отсылал с любовью, потому что я его раскусил только год спустя, и он сейчас может подарить такое великолепное, такое шикарное бритье. И я точно знаю, если я держу его в руках, то у меня вопросов по части помазка просто не будет. Именно поэтому он сегодня будет в обзоре. Ну а лосьон, это мой лосьон, ребята. Я его делал, и вы его увидели только потому, что он нравится мне самому лично. И не только мне, но и моей половинке. И не только моей половинке, а многим-многим десяткам из вас, которые присылали обзоры и каждый раз говорили о том, как они к нему относятся, как к нему относятся их близкие, родные. Не всем он, конечно, заходит, но это же нормально, это же естественно. Но и сегодня на обзоре будет именно он, потому что я его не только люблю, но я его еще ему и доверяю. Помимо хорошего запаха, у него замечательные уходовые, он хорошо дезинфицирует, заживляет. И вообще он великолепно, отлично справляется со своей работой. Многие его сравнивают с не самыми последними представителями западных артизанских продуктов. Но мне это, конечно же, льстит. Значит, получилось, значит, удалось. На этом все. Давайте посмотрим, чем же мы сегодня будем бриться. Перед вами 2 ярких представительства немалочисленного семейства «Спорт», где в зависимости от номера после слова «спорт», скорее всего, имелось в виду, из какого материала он сделан. Номер этого я вам уже не скажу, но здесь вот сочетание, здесь и пластик, и металл. А номер этого еще сохранился на паспорте, это 6-й. Именно эти станки послужили прототипом того, что я вам сейчас покажу. Кто был на пятничном стриме, уже в курсе, я им это уже показывал. В пятницу несколько часов просидел на производстве, горячий, с пылу с жару, вытащил вот эти вот новоиспеченные изделия из мозолистых, маслянистых рук ребят, которые все это делали. Это уже все промыто, продезинфицировано, уже остаграмлено. И сейчас мы их будем проверять. Давайте, наверное, подробно сейчас разглядим, что у нас осталось, что у нас исчезло из спорта. Верхняя плита. Как вы не можете не заметить, она, конечно же, капитально изменилась. Во-первых, ушли вот эти шпеньки, которые здесь. Не из-за того, что они мне чем-то не нравятся, они со своим функционалом справляются более чем. Дело в том, что это плита литая, а все, что здесь изготавливается, оно изготавливается на станках ЧПУ. И с высоким квалитетом 8.
И понятно, чтобы изготавливать вот такие шпеньки, ребятам пришлось бы повыеживаться, а это бы привело к увеличению стоимости этого станка, чего не хотелось бы. Поэтому мы все это переделывали. Голова приняла новые черты. Все, что я вам сегодня буду показывать, это не финишное, это просто из станка вырвал из рук и убежал. Все это еще будет доводиться до финишного состояния. Финишку решил выбрать пескоструйку мелким песком, она придаст матовость. Что же в этой плите будет меняться? Толщина вот этих вот центральных фиксирующих пластин, потому что на сегодняшний день она чуть-чуть великовата, чуть больше, чем я хотел бы, потому что при вкладывании лезвия оно иногда чуть-чуть подкусывает. Естественно, это нужно убежать. Длина резьбы будет меняться, ну и, конечно же, этот торец тоже будет меняться, потому что я его обрезал, он слегка длинный был. Но, пожалуй, что и все. Предварительно, пока я здесь ничего не вижу, что хотелось бы изменить. Здесь, естественно, не изменится ничего. Ну, тут вот. Нижняя плита. Нижняя плита изменилась кардинально. Естественно, не стали делать такие же пенооттоки, потому что здесь литье, а здесь станок ЧПУ. И тут маленько промахнулся проектировщик. Я ему сказал делать углубление не намного, только для того, чтобы ручка сюда вошла и встала. А он же тут в выборку, посмотрите, какую сделал. Буду ее уменьшать. Сделаю, наверное, не больше миллиметра, для того, чтобы фиксировала резьбу, и при падении, не дай бог, она не повредилась. Я думаю, что миллиметра будет более чем достаточно. Также исчезнут вот эти поперечные пропилы под верхние штифты. Эта поверхность будет вся монолитная. Не хочу, чтобы они были сквозные, хотя да, для промывания это было бы здорово, но хотелось бы придать ему более благообразный вид. Это, во-первых. Во-вторых, появится дополнительное место, где можно будет разместить информацию об этом изделии. С одной стороны, это будет логотип канала плюс слово Home Like, с другой стороны, старт, прошу прощения. Благодаря Володе Степанцову у нас станок уже получил свое название «Старт». Вот старт здесь и появится. По пенооттокам пока ничего не могу сказать. Мы испытаем, посмотрим. Если их будет недостаточно, то, конечно же, их будем менять также. По этой части я уже готов сделать заявление, потому что проектировщик содрал один в один. Обратите внимание. То есть вот этот поребрик, который здесь появился, он, конечно же, нафиг не нужен. И от этого поребрика мы уйдем. Верхняя часть, она также изменена. Убраны лишние, ненужные в производстве элементы. А осталась девственно чистая, ровная поверхность. Вот так это смотрится в сборе. Люфта нет никакого совершенно. Даже не пойму, хорошо это или плохо. С одной стороны, конечно, хорошо, а с другой стороны, нету разгула для лезвия. А с другой стороны, нафига ему какой-то разгул, если оно сразу будет позиционироваться нормально. На чем же будем бриться? Благодаря пятничному стриму, совету парней, своим вот таким вот ощущениям предварительным, оставил для себя два варианта из всех прочих. Ушли в минус. Физер, жилет, Blue Professional тоже ушел. Многие другие тоже убрал, в том числе и рапиру. Ну, а вот эти два оставил. Во-первых, будет на одном станке Пол Сильвер, на другой спутник. Почему сразу два? Ребята, времени мало, хочется поскорее его запустить в серию, чтобы до Нового года она уже, как бы, может быть, увидела свет. А узнать о новой голове хочется как можно больше. Поэтому вот сразу на двух лезвиях и побреемся. Так, давайте начнем с первого. Лезвия канолевые, еще ни разу не ходили. Сейчас вот на новых лезвиях так вот и сразу же и пойдем. Так, ну вот здесь вот оно нормальное. Это я слесаря просил, он там чуть-чуть подошел. Зафиксировалось. Ну, в смысле, по шаберам там, или шабером, или чем он там прошелся. Помогать нам сегодня будут ручки от дяди Федора. И, кстати, в основу ручки, которая пойдет с этим станком, тоже легли ручки от дяди Федора. Тот вариант, который он сделал для Мюлле, знаете, это КТР-89. То есть вот и с насечкой от Timeless. Ну, короче, вы ее увидите, вы ее узнаете. Мюллевский, по-моему, вот этот, а там таймлессовский вариант. Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут получилось.
Но я никаких кривоватостей не вижу. С моей точки зрения все легло ровно. С этим разобрались. Следующий у нас будет спутник. Спутник некоторых пор я также стал уважать, опять же, с вашей подачи. Не раз и не два вы говорили: Вадим, блин, попробуй, не пожалеешь, вещь. Я попробовал, действительно, ребята, не пожалел, действительно вещь. Они прям, знаете, как-то как вода в песок на благодатную почву легли и прям очень сильно мне понравились. Вторая ручка тоже от дяди Федора. Кстати, не стал взвешивать, а зря. Обе, вернее, сейчас уже 2 головы, а было 3 головы. Я во время стрима свешивал на медицинских весах, там с точностью до сотых. И все 3 головы показали вес 37,2 грамма. Кто-то сказал тяжело. Ребята, для меня не тяжело. Кстати, давайте-ка вот эти сейчас взвешиваем, посмотрим, на что они похожи. Так, с урбанистической ручкой получается 98 грамм. С мюллевским вариантом 98 грамм. Ну, хлопцы, в принципе, это мой любимый размер. Соточка — это мое все, поэтому тут для меня пока царство. Вы же смотрите, примеряйте каждый сам для себя. 25,5 ширина, 42,5 длина. Ну, как говорят в России, чтобы не было звездежу, делай все по чертежу. Общая картина вот такая. Парни, не знаю, как вам, мне пока нравится. Пока нравится. Ну, а дальше посмотрим. Я вам уже говорил, что я люблю свою жену. Нет? Так вот я ее люблю. Ребята, Иванова – это человек с большой буквы. Не только люблю, но еще и уважаю, потому что ну, все, подавляющее большинство, что есть в моей жизни хорошего, у меня связано с ней. Но вот это мелочь по сравнению с тем, что есть еще в нашей жизни, но все-таки крем из того же числа. Ну, сразу видно, человек с любовью подарил. Сейчас пришейвик и понеслось. Хорошо. Так, помазочек у нас уже взмок. Просто стряхну его. Даже не буду стряхивать, наверное, просто вот так ему сделаю. И в баночку. Такой, знаете, басовито-шелестящий шорох, чмок. Все, больше ничего не надо. Так, ну компресс, ё-моё. Это от волнения. Этих 2 голубя сейчас лежат перед носом, пока на компрессе сидел, залюбовался. С ручками от дяди Федора, они так, знаете, зачетно смотрятся. Несмотря на то, что там финишки-то никакой еще нет, она будет. И, кстати, по поводу того, что будет финишка, матовая пескоструйка тоненьким, очень тонким песком, наверное, после 2-3 ходки, когда он особенно истончается. Не уверен. Жду от вас ваших подсказок, что вы видите, потому что уже раз говорили на эту тему, но как-то, знаете, так не очень бодро. А сейчас варианта 2. Первый — это полировка в зеркало, и второй — полировка в зеркало, а первый — это пескоструйка в мат. То есть вот такие 2 варианта. И у того есть, конечно, свои плюсы и минусы, но тем не менее. Как будто возвращаешься в детство. Там, где все в розовых тонах, нет еще никакой суровой реальности, когда твоя крыша — это небо над головой, а твоя защита — это папка с мамкой. И ты знаешь, что бы там ни случилось, ну, в крайнем случае ремня по жопе огребешь, зато все остальное это будет в порядке. Это потом, когда уже вырастаешь, и ты уже сам становишься кому-то защитой, сам должен принимать решения. Вот это все через себя перелопачиваешь. А пока ты молодой, все в розовых тонах. Вот.
Что-то вот такое какое-то. Этот крем и сочетание с этим помазком дает. Блин. Крем КД, одно название КД. На самом-то деле он не похож на те крема, которые в тюбиках продаются. Ну и, конечно, это не мыло, нет. Он помягче. Но... Так, первым, наверное, знаете что? Давайте запустим с ручкой мелевский вариант от дяди Федора. Там у нас стоит Пол Сильвер. Господи. Спаси и сохрани. Промывается хорошо. Парни, я уже понял, что он может с этим лезвием. Я пока не пойму, нравится, в смысле радоваться этому или нет. Или наоборот плакать. Объясню почему. Вот сейчас вот стал плохо промывать. Понятно. Ну, возможно, это из-за густоты крема. А возможно, стоит подумать над пеноотводящими канавками. С другой стороны, жесткость материала позволяет, может быть, там не две, а одну здоровую сделать. Или оставить эти две, просто в размерах их увеличить. Надо подумать. Вот в размерах. Вот, наверное, вот пошире бы на миллиметр сделать. Посмотрим. Объясню, почему у меня вот сейчас такое состояние. Он менее агрессивный, чем спорт. Он сейчас показывает беспроблемность Роквелла. А это не то, что я хотел бы видеть в этом станке. Я ждал, по крайней мере, вот той агрессивности. Ну, забегать не будем. Первое впечатление, как мы с вами уже успели убедиться, часто бывает обманчивым. Сейчас полностью пройдусь. Ввиду достаточно изящной формы, очень удобно проходить в носогубной области, без проблем вообще. Теперь нормально промывается. Но даже если на первом, на самой густой пене была затыка, это повод уже задуматься все-таки за пеноотводящий, чтобы проблем там вообще не было, чтобы даже вопросов не возникало.
Но благодаря Пол Сильверу, ну, подбревать только в обычных моих местах, вот в этих вот, ну, пожалуй, что и все. Здесь вот это все посносил. Но все-таки, наверное, давайте подбреем. Но ту работу, которую он сейчас с Пол Сильвером показывает, она реально меня в тупик поставила. Правильно ли он второй станок спутник поставил? Вот в чем вопрос. Ввиду того, что он сейчас вот такой с роквелловской безмятежностью вот это все сносит, он, можно, не спутник туда надо было ставить, а тот же самый фезер. И это было бы правильно. Ну все, с этим разобрались. Менять, не менять. Ну, в конце концов. Ну, если не физер, что у нас там еще поагрессивнее? Персона, жилет. Ну да, может быть. Короче, на спутнике. Если что, еще оставлю на второе бритье. Понятно, что сейчас пока все вот это вот не это. Но Пол Сильвер и спутник, они с чем-то схожи. То есть это дуплет получится. Не, нафиг, давайте лучше, наверное, все-таки на физер. Я не ожидал, что он такой безмятежный будет. Вот по сути он сейчас отработал как школьная парта. А мне-то надо его на экстрим вывести, то есть на диаметрально противоположные точки, чтобы просто посмотреть, что он в крайних положениях может. А сейчас получается я его по двум накатанным колеям. То есть спутник и Пол Сильвер проведу и чё? Ну, побрился, что ли? Нет, давайте, наверное, все-таки физер возьмем. Спутник убираем. Ну вот, а физера вторая или третья ходка и поставим. Ребята, вторая, третья ходка для физера это ничего. Так что все нормально, все хорошо. Так, обновим. А, нафиг. Ну ладно, это не родная еще ручка, что его на цепкость проверять. Который раз уже убеждаю, что порой интуитивные решения, они наиболее верные. Промывается хорошо. Ух. Но с другой стороны, это и грусть, печаль, раз уж физер в нем заиграл. Хотя, с другой стороны, это еще никакой не показатель. Потому что вот этот станок, вот к Денису, к которому он поехал, для Дениса, ну, постоянка. Это роквелл на 6-й плите с физером. Ну или жилет тех тоже с физером. То есть как бы это его все, это его любимые позиции. Не мальчик, муж, рукастый, головастый, семья, дети. И не одна семья, много семей.
У него еще кошка недавно окатилась, а перед этим собака ощенилась. То есть там сейчас такой дурдом в доме, от которого все просто плавают, купаются и радуются. То есть я все это говорю для того, чтобы понимали, что человек-то взрослый. То есть вот посмотрим, что он еще скажет. Да, состояние совсем другое. Фидер снимает намного лучше, намного интереснее. Полсирен неплохо. Но вот я, если бы это был мой станок на постоянке, наверное, все-таки в агрессивную сторону-то присмотрелся бы. Один из вариантов, конечно же, бы был Фестер. Ну что, есть еще порох в пороховницах и ягод в ягодицах? Крему по 40 лет уже за 3 года. Посмотри, что творит. О, вот. Да, не дешевый, но, блин, душевный. Душевный он какой-то. Так, как бы тебя тут с какой стороны начать-то правильно? А после фезера чуть-чуть, ну чуть-чуть можно собрать. И то, знаете, даже наносить ничего не буду, потому что УКД по скольжению вполне себе позволяет. Ну вот, парни, все, побрились. Давайте, наверное, автошейв, компресс. Ну и уже за это время что-то в голове этот компот устаканится, уже какие-то выводы сделаем. Я пока на компрессе сидел, мысль пришла. Неподсознательно человек в хорошие для себя минуты как-то стремится все это дело отметить. И вот я вот и в белую футболку нарядился. А когда это сам для себя уже понял, сам себя спросил, а что галстук-то не напялил? Хотя чуть ли вот не повелся сам на себя, чуть всерьез не стал об этом думать, что галстук-то не одел. Ну все, ребята, автошейв. Не так уж часто он в обзоре бывает, как хотелось бы, так что я от вольного. А поорать? Чуть-чуть. Такое ощущение, что там алкоголя 10% или 15%. Что за фигня? Почему так?
Ребята, с опаской было один раз такое, с клинковой бритвой. А почему сейчас это? Это что значит? Так, давай думать логически. Если не ору, значит эпители не потревожил. А если потревожил, то в минимальном состоянии. То есть по минимуму. Но тем не менее получил кайфовое, классное бритье. Это что значит? Это что такое получается? Это хорошо или плохо? Блин, ну для меня плохо. Ну то, что не поорал, плохо. Но с другой стороны, для человека, если он себе эпители не снес, значит хорошо. Тем более Пол Сильвер, Физер. Интересно, девки пляшут. Ну хоть так оторваться. Ребята, не только об этом думал на компрессе, а много о чем. Ну, за это говорить ничего не буду. То есть дежавю не жалею. Классная, обалденная штука. Не зря потратил время, выпустил. Не только себе, но и многим из вас смог приятно сделать. КД, я люблю свое солнышко. И КД люблю. Каждый раз, когда смотрю на КД, вспоминаю жену. А каждый раз, когда вспоминаю жену, думаю, да, я ее люблю. То есть тут мир взаимосвязан. Любовь в этом мире, ребята, рулит. Ну а этот красавец из Германии. Каждый раз, когда я беру его в руки, я каждый раз теплым словом отзываюсь об Эрн Блосе. Потому что это не простой немец, а с необычно, не по-немецки широкой душой. Я его не просил совершенно ни о чем. Я ему просто сбросил ссылку на канал. И все. И то, что после этого пришел помазок стоимостью 180 евро, но для меня это было, как, знаете, как ушат. Пуф. Я тяжелее, дороже 30-40 баксов до этого по вещей не держал в руках. И тут вот такое. Ну, то есть вы понимаете, какие у меня были внутри эмоции. То есть это было просто пипец шоу. И не сразу я его понял. Он у меня больше года, наверное, где-то на полке стоял, потому что эта форма лампочки, она мне была как-то так, знаете, и только потом, спустя какое-то время, опять же, многие из вас умные головы, говорит, Иванов, а что ты хочешь с лампочкой? Ему же надо было притереться. Все, притерся. Сейчас ты его любить будешь. И да, я его люблю. Потому что это пипец шо. Хлопцы, все те, кто взял лампочки, ребята, не плюйтесь и не чурайтесь. Дайте время этим лампочкам к вам притереться. Обомнется, обшалошится, и вот потом так отдарит, что не будете знать, куда ломиться. Лампочка – это не то упругое, что я не любил в первые полгода, год, полтора. Это то обалденное, которое вы поймете со временем, и которое будет дарить вас ой-ой-ой каким кайфом вещь. За станки. Много в голове чего пробежало. С точностью на 100% сейчас сказать не могу, но все-таки агрессивность, как мне сейчас кажется, от папочки, от прародителя спорта отличается. Сказать это с точностью на 100% можно будет только после того, когда возьмешь спорт, зарядишь одинаковыми лезвиями и по двум сторонам пройдешь, да. Ну и то, знаете, так достаточно мехово, потому что вес станков будет разный. И, как вы сами понимаете, бритье от этого тоже будет разное. Но все-таки хоть какую-то приблизительную динамику расхождения можно будет заметить. Но даже мысль такая коварная пришла, блин, отправлю в переделку, поменяю агрессивность, пускай будет чуть-чуть поагрессивнее. Закралась такая, знаете, какая-то мыслишка, блин, Иванов, всем не угодишь, всем давай, сломается кровать, делай то, что делаешь. Тебе нравится, вот тебе нравится, все, давай, запускай. Вот такое тоже было. Но все-таки автошейф поставил последнюю точку. Здесь был Пол Сильвер. Великолепное, чудесное бритье, дельфинчик. Как любят и друзья, и мои не очень друзья говорить. Здесь Фезер. Великолепное, чудесное бритье. Дельфинчик, ну, чутка так, процентов на 5, может быть, покруче, чем здесь. И то, так, знаете, бабка надвое сказала. Тоже великолепно. Не придраться ни с одной, ни с той, с другой стороны. И автошейф. Жжения нет. Каких-то видимых, очевидных покраснений нет. При всем при том, я не сдерживал себя. Я не старался как-то аккуратненько там выводить. Наоборот, где-то местами залихватски проходил. Потому что все вы не можете не знать, что криворукий я часто, ваш покорный слуга. Даже на мягких станках, и на средних, и на агрессивных, на всяких могу сам себя порезать, разнести, устроить ой-бой-ой-чё.
Я этого не стыжусь, мне это не пугает. Я к этому уже давно привык, и я к этому отношусь спокойно. Здесь же, посмотрите, Пол Сильвер, Фезер. Я еще подожду, что скажет Денис. Я еще подожду, что скажет Димка. Ну, Димка, я не знаю, когда он будет бриться, он опять что-то там бороду отращивает. Ну, это мы с этим разберемся. Подожду, что скажут эти ребята. Но пока в моем понимании, в моих ощущениях по агрессивности, это, с одной стороны, эффективность 89-й головы и 37-го сланта, а по агрессивности они гораздо меньше. Я не могу сейчас у себя в голове это все сложить, потому что я могу себе представить R89 Мюлля с головой, в смысле с лезвием Фезер, но у меня бы тут творилось еще то представление. А здесь-то этого нет. Он менее агрессивный, чем 89-я голова. В моем понимании он сейчас выеживался и выделывался точно так же, как в свое время выеживался и выделывался Роквелл, ну где-то примерно на 4-й позиции. Вот так. Он точно так же сейчас себя показывал, что его бритье от нижней гарды, его все. При желании можете даже и на верхнюю гарду, верхнюю крышку вывести, но тем не менее от нижней гарды он делает все на 5. Носогубный за счет своей изящности проходит на ура. И при всем при том он прощает ошибки. То есть где-то не так поставил, где-то не так повел, он не разорвет тебя в клочья, не поставит коцку, не скажет а-та-та. В этом случае это плохо. Плохо. Потому что техника, она все-таки нужна. Но с другой стороны, это что получается? Станок для новичков, что ли, получается, или что? Самому мне понравилось. Понравилось. Осталось его понять в каждодневном бритье, но я это не смогу сделать, потому что у меня кожа к этому не приучена. Если я завтра опять им пойду бриться, то что там будет? Я не знаю, что там будет. Так, ладно, жду, что скажет Денис и Димка. Но пока со своей стороны я бы, пожалуй, менять по геометрии ничего не стал. Я бы так и оставил. Вот такой вот первый станочек старт, который великолепно бреет на агрессивных и среднеагрессивных лезвиях, который местами прощает ошибки, который при весе 100 грамм дарит комфортное, великолепное бритье, который, ну, даже лучше 89-й головы для меня однозначно, потому что 89-я, она мне, ну, кусучая. В свое время именно из-за этого я с нее спрыгнул на EG34, и вот на EG34 я достаточно долгое время просидел, и потом и с него ушел. Хотя, если тот, кто запутался, ребята, в моей личной классификации, хоть и пишут, что EG34 гораздо более, ну не гораздо, чуть-чуть агрессивнее, чем Мюллер R89, но для меня это не так. Для меня 89 агрессивнее, чем 34, я их по-другому чувствую. Для меня вот Вейши 89, а посередине стоит HD34, вот так я их ощущаю. Так вот, этот получается для меня между 34 и 89 головой, вот как-то так. Что это такие? То я не wiem. Не разумею, что по-польски. Короче, хрен его знает, разбираться надо. Но пока нравится. Нравится, блин. Кайфовая штука. Не зря, значит, все вот эти знаки были. Не зря был хороший стрим. Не зря были вот эти вот все хохоряшки. Нельзя, Ярослав, дай ему Бог здоровья, его семье, и чтобы у них всегда все было хорошо и там пучком. Не зря Виталя, племянник Ярослава, от него пришел. Не зря я сегодня с позаранку зашел в магазин и, заходя в хлебный отдел, увидел дородную женщину. Чего брякнул, сам не знаю. Подошел и говорю: здравствуй, девушка красавица, Новый год не за горами, уже под Снегурочку накрасилась. Он говорит: а что нам краситься? С утра встала, говорит, на фотомордилась и пошла. Я говорю: что так прям чуть-чуть? Он говорит: так всю красоту нельзя закрашивать. Другой бы тебя там как-то, может быть, что и послал бы куда-то, а это так ответила. Не зря, не зря. Рады, ребята. Геометрию пока менять не буду. Если у кого-то есть пожелания по тем изменениям, о которых я говорил на крупном плане по нижней плите, где там, что, как там, по выемкам, по пеноотводящим стокам, вот по всей этой канители, ребята, жду вас всех в комментариях. Пожалуйста, пока еще это можно. В понедельник, вторник я пойду и буду все эти изменения вносить. Все принимается.
Но пока вот он. Вот такой я. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих получилось близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и подписывайтесь на канал. Пока-пока. С вами был я, Вадим. До новых встреч.